Он не понимает, что происходит, но похоже, он переродился как один из них. Поэтому старейшина дает ему новое имя Габро. Затем старик запихивает ему в глотку большую и сочную личинку, чтобы получить дополнительный белок. А поскольку Габро еще совсем маленький, он не может ни говорить, ни отказываться от чего-либо. На второй день он проснулся и обнаружил, что его окружают тонны уродливых зеленых младенцев, и он столкнулся с реальностью, что он такой же уродливый, как и они. Он смирился с тем фактом, что умер и возродился слабым и беспомощным младенцем, поэтому остаток дня он проводит в слезах из-за потери своего прекрасного человеческого лица. На третий день он понимает, что гоблины взрослеют быстрее, чем люди. Но это не меняет того факта, что он все еще лысый. По крайней мере, теперь он снова может двигаться и говорить. Так что, хотя это и не идеально, он решает извлечь максимум пользы из новой жизни, которая ему дана, и отправляется навстречу миру. На четвертый день теперь уже почти взрослые гоблины снова встречаются со старейшиной, который держит для них блюдо с личинками. Он говорит им, что больше не заботится о них, так как они нахлебники, так что с сегодняшнего дня они предоставлены сами себе, когда дело доходит до поиска пищи, чтобы поесть. Габро не нравится идея добровольно есть личинок, но это чистый белок, так что он все равно их съедает. После этого ему приходится отправляться в мир в полном одиночестве, и когда он выходит из пещеры, он обнаруживает прекрасный мир с незнакомыми растениями и животными вокруг. Еще один гоблин, который следовал за ним, боится выходить на улицу в первый раз за все время, поэтому Габро пытается успокоить его, говоря, что он тоже впервые видит это место. Другого гоблина зовут Гоба Кичи, и хотя он не очень умен, Гобра решил объединиться с ним по одной очень важной причине. У него отличная генетика, так что он будет полезен в охоте за едой. Они нашли в лесу кролика, и Габро послал Гоба Кичи напасть на него спереди. Кролик убегает от него, но все это было частью плана, так как Габро устроился на соседнем дереве. Поэтому, как только кролик оказался в пределах досягаемости, он спрыгивает с дерева и ломает кролику хребет этой палкой. Эта охотничья стратегия действительно эффективна. Но после того, как кролик был пойман, Габакики начал проявлять некоторую жадность к кролику, так что Габро пришлось вразумить его, чтобы он понял, кто здесь главный. После того, как Габро устроил ему хорошую порцию домашнего насилия, он начинает готовить кролика к ужину. Он отламывает у кролика кукурузу и, осмотрев ее, приходит к выводу, что из этой штуки можно сделать неплохое оружие. Именно в этот момент он видит уведомление в своей голове и не знает, что с этим делать, так как старейшина никогда не давал наставлений на этом. Но его мысли обрываются, когда Габакичи приходит в себя и начинает истекать слюной, требуя свою порцию мяса. Габро задумывается и достает мясо, которое Габакичи с благодарностью поглощает. На пятый день они вдвоем продолжают свою охотничью стратегию, и Габро успешно использует этот рог кролика в качестве оружия. Когда он берет у кролика новый рожок, он снова получает уведомление в своей голове, но он все еще не уверен, что это должно быть. Он садится и ест немного мяса, но как только он откусывает кусочек, его глаза начинают светиться голубым, и он радуется. Сообщили, что он получил навык побега от кролика. Теперь все это обрело для него смысл, когда он вспомнил, что в прошлой жизни у него была редкая способность к поглощению, которая позволяла ему усваивать все, что он ест. Хотя у него все еще есть способность к поглощению, похоже, что все остальные способности, которые ему удалось обрести, были восстановлены с тех пор, как он оказался в новом теле. Все равно ему очень повезло, что он вообще сохранил навык. Так что он не против того, как все сложилось, ведь в лесу скрывается множество монстров, которых он может съесть, чтобы получить силу. На шестой день Габро уже начал привлекать девушек своим впечатляющим мясом. Она поражена, что им с Габакичи удалось поймать рогатых кроликов, в то время как другие погибли, пытаясь сделать то же самое. И поскольку у нее действительно есть волосы, официально подтверждено, что у гоблинов могут быть фолликулы, но Габро и Габакичи просто лысые. Габро спрашивает, не хочет ли она поучаствовать в их охоте на следующий день, и она была очень рада этому предложению. Но на седьмой день пошел такой сильный дождь, что им пришлось отложить охоту. Поскольку ему больше нечем заняться, Габро решает пойти посмотреть, что у них есть на складе, так как он никогда раньше сюда не возвращался. Однако он не был готов к тому, что ему предстоит. Посмотри туда. Он нашел группу плененных человеческих женщин, что доказывает, что даже в этом мире убийца гоблинов всегда был прав. Он просто попытается не обращать на это внимания, поэтому вместо этого тратит свое время на создание оружия. Старейшина гоблинов по имени Годжи подходит к нему, так как у него, кажется, есть странная мотивация выжить. Он считает, что при таких темпах Габро может повысить свой уровень быстрее, чем ожидалось. Габро не знал, что здесь есть система уровней, поэтому Габджи говорит ему постучать себя по лбу, чтобы он мог это увидеть. После этого Габро видит, что старейшина в настоящее время находится на 86-м уровне, и упоминает, что если кому-то удастся достичь 100-го уровня, то они смогут, чтобы эволюционировать в высшее существо. Однако гоблин стареет так быстро, что несмотря на то, что ему всего 20 с небольшим, он выглядит слишком старым. Уходя, он говорит Габро, что увидит, как выглядит развитый хобгоблин, когда многообещающие молодые люди вернутся из деревни, но что-то не так с Габро. На следующий день на улице было чисто, и Габро отправился
отправился на охоту с двумя другими. Их командная работа просто великолепна, учитывая, что им всего неделя от роду, а Габро, запасной игрок ГМИ, выступает в роли нападающего средней линии, а Габакиши в роли нападающего. С таким составом они смогли добыть себе большой кусок мяса, и ГМИ доводится до слез, когда откусывает кусочек из-за того, насколько толстый, и это очень пикантно. Габро тоже откусил кусочек, и в итоге он научился нескольким новым навыкам, используя змеиное мясо. На следующий день они продолжили охоту, но на 11-й день они совершили ошибку, зайдя в неизвестную пещеру, и обнаружили, что смотрят на огромный рой летучих мышей и вампиров. Они сразу же начинают убегать, а летучие мыши слишком быстры, поэтому Габакичи и Габро остаются позади, чтобы справиться с ними. На первом этапе они были уже почти подавлены, но затем Габро использует навык с глаза, который он приобрел, и замораживает всех летучих мышей на месте. Когда все летучие мыши застыли на месте, они начинают убивать их всех, а затем поедают их трупы. Габро приобретает некоторые новые навыки, поедая мясо летучих мышей, включая эхолокацию, вампиризм, вамфилию и COVID-19. Поскольку они продолжают есть как короли, они приобретают некоторые новые навыки, поедая мясо летучих мышей. За ними наблюдают некоторые другие гоблины, которые умирают от голода, так как они слишком тупы, чтобы успешно охотиться самостоятельно. В ту ночь они попытались выместить на нем свое разочарование, поскольку, очевидно, проблема была в нем, а не в них. Если бы они прилагали столько усилий, чтобы добыть еду, то, возможно, не были бы так голодны. Но они не учли тот факт, что Гоберл обладает способностью к поиску, поэтому он мог почувствовать их приближение. Он контратаковал их, и хотя на самом деле он не собирался никого убивать, он неправильно рассчитал количество своего навыка яд, так что один из атакующих гоблинов оказался в ловушке. Мертв. Но, похоже, ему было все равно, так как он все еще хотел преподать им урок за попытку покушения на него. Однако появляется Годми, и после того, что она сделала с ними за нападение на ее драгоценного Габро, даже Габро чувствует к ним жалость. На следующий день они снова отправляются на охоту и планируют скоординированный прыжок на этого орка. Он просто занимался своими делами, когда они бросили ему камень в глаз, и пока он был ослеплен, Габакичи бросился на него. Орк отбросил его назад своей киркой, но сразу же после этого его пальцы были разбиты другим камнем. Затем они приступили к захвату его коленных чашечек, перевернув их с помощью дубинки. И чтобы покончить с этим, Габро несколько раз ударил его по голове. После того, как орк был убит, они насладились его мясом, но так как у них еще много чего осталось, Габро решает, что им следует отнести все это обратно в пещеру, так как он хочет кое-что сделать. Как только они вернут все излишки обратно, Габро обратит внимание всех нищих и изголодавшихся гоблинов и скажет им, что они могут есть столько мяса, сколько захотят. После некоторого колебания все гоблины один за другим опускаются на колени и начинают поглощать вкуснейшее мясо Габро. Наблюдая за ними, Габро думает о том, что в своей прошлой жизни он никогда бы так не помогал людям, но, возможно, перевоплощение изменило не только его самого тело. Той ночью, после того, как все уснули, Габро ложится и пытается сделать то же самое, но уведомление не приходит. В его голове не перестает звучать музыка. Это говорит о том, что он превысил требуемый уровень, так что скоро он превратится в горячего гоблина. Однако он не обратил на это внимания, так как был очень сонным. На следующее утро происходит нечто странное. Габро просыпается и обнаруживает, что теперь он выглядит по-другому. Он недоумевает, почему его внешность, кажется, снова изменилась за ночь. К тому же он выглядит гораздо более похожим на того, каким был до перевоплощения. И что более важно, он больше не лысый. Похоже, то же самое произошло и с Гавакичи, и это поразило меня. Хотя она осталась прежней, ей нравится, как ее друзья выглядят по-новому. Старший подходит посмотреть, из-за чего весь этот переполох, и он потрясен, обнаружив, что и Габро, и Гавакичи справились эволюционировать, когда они буквально родились 2 недели назад. Гадакичи привлекает внимание Габро и говорит, что хотел бы проверить, насколько он стал сильнее. Но охоты будет недостаточно, чтобы удовлетворить его, поэтому он хочет сразиться с Габро сам. Габро был готов принять вызов, так что они вдвоем отправляются на поединок. Они оба начинают боксировать в лесу, и Габакичи определенно намного сильнее, чем был раньше. Но ему все еще не хватает боевых навыков, необходимых для того, чтобы победить Габро в бою, как Габро способен ускользнуть от удара и выбить у него ноги из-под себя. Гатакичи признает свое поражение и хвалит Габро за то, что он такой сильный, но Габро также отдает ему должное, поскольку когда дело доходит до власти, Габакики сильнее всех здесь присутствующих. Именно в этот момент Габро слышит какие-то волчьи звуки вдалеке, и он может сказать, что должно произойти что-то плохое. Скоро. Он зовет Гами, которая пряталась неподалеку, чтобы шпионить за ними, и говорит ей, что она должна пойти и взять арбалет, который они сделали ранее, потому что он им скоро понадобится. Волки гонятся за стайкой кроликов вниз по склону холма, и как только они успешно убивают свою жертву, они переключаются на следующую ничего не подозревающую цель. Но, вероятно, невинного орка, который просто занимался своими делами. Орк бросается бежать, спасая свою жизнь, но волки не собираются отпускать его так просто. Поэтому они начинают преследовать его, пока в конце концов не догонят и не разорвут на куски. Габро и Гобакики наблюдают за тем, как все это происходит, и думают, что волки будут идеальным противником, чтобы проверить, насколько они действительно сильны с тех пор, как эволюционировали. Сигналы Габро заставили меня начать стрелять по волкам из арбалета,
и как только вожак будет уничтожен, Габро и Габакичи бросятся вперед и начнут громить волков. Без вожака у волков полностью отсутствовала командная работа, так что они смогли быстро справиться с ними и перебили всех до единого. После этого на ногах остался только вожак волков. Но и он в конце концов умер от полученных ран. После того, как он потерял сознание, Габро подошел и открыл пасть, чтобы откусить от волка огромный кусок, что позволило ему получить несколько дополнительных навыков, включая один навык лидерства. Габро забирает остальных мертвых волков обратно в пещеру и говорит другим гоблинам, что они могут съесть столько, сколько захотят. Как они захотят, но с этого момента он ожидает, что они сами будут добывать себе пищу. У них не хватает уверенности в себе, чтобы совершить что-то подобное, поэтому они все падают на колени и умоляют Габро научить их охотиться самостоятельно. Он соглашается обучить их способам охоты, если они не знают, как это делается. А если им понадобится оружие, он научит их и тому, как его изготавливать. Благодаря этому он всем очень нравится, и за ним закрепляется статус лидера гоблинов. Возможно, отчасти это происходит из-за его лидерских качеств, но для него это не имеет значения. Он будет усердно трудиться, чтобы вести за собой своих товарищей, и будет продолжать питаться и приобретать новые навыки по ходу дела. Все это ради достижения своей цели. На 17-й день Габро будет Годжи, чтобы сообщить ему о происшествии. Все человеческие женщины, которых они заперли в подвале, понимают, что убийца гоблинов не придет их спасать. Так что вместо того, чтобы провести остаток своей жизни в качестве племенных рабов, они предлагают отравить себя. Поэтому Габро и Годжи устраивают поминки и сжигают тела. К 23-му дню Габро начал обучать всех гоблинов тому, как не быть отстойным гоблином, и пока он был занимаясь этим, он также потратил некоторое время на охоту и поедание любых монстров, которые могли бы дать ему полезные навыки, так что теперь в его распоряжении имеется целый арсенал умений. Именно в этот момент он замечает несколько фигур, приближающихся издалека, и хотя они могут быть похожи на гоблинов, он не из тех, кто слепо доверяет незнакомцам. Поэтому он достает свой меч и готовится сразить их. Однако его останавливает Габджи, который говорит ему, что эти гоблины – отцы нынешнего поколения гоблинов, и что их дом наполнен молоком. Габджи доволен залом с едой, с которым вернулись старые гоблины, и им также посчастливилось захватить еще несколько женщин, чтобы использовать их для размножения. Так что Габджи тоже этому очень рад. ДНК гоблинов настолько сильна, что даже если они спариваются с другими видами, это все равно приведет к появлению детеныша гоблина, и хотя Габро может понять инстинкт размножения, он все равно должен признать, что все действительно запутано и ему нужно что-то с этим делать. Он подошел к самому большому хобгоблину старшего поколения и спросил, может ли он взять на себя заботу о женщинах. Но старый гоблин разозлился, потому что хотел забрать их себе. Габро не из тех, кто отступает, так что между ними вот-вот должна была вспыхнуть ссора, и оба поколения были готовы прийти на помощь в любой момент. Но перед тем, как началась кровавая бойня, ее разогнали два других гоблина. Они предпочли бы, чтобы из-за них не вспыхнула гражданская война между поколениями. Поэтому они предлагают двум людям, у которых есть говядина, уладить это таким образом, чтобы не втягивать их в это дело. Эти двое – Хапсада и Хоби, и они предполагают, что лидеры обоих поколений должны вступить в борьбу за разрешение споров, чтобы победитель мог решать, что делать деревне с этого момента. Они также ввели правила, запрещающие ношение оружия, чтобы никто в итоге не погиб, и гоблин постарше согласился на этот срок, не зная, что ему вот-вот надерут задницу. И пару минут спустя мы видим явные доказательства того, что гоблину постарше действительно надрали задницу. Габро опутал его паутиной, но он уверяет всех, что это не считается мошенничеством, поскольку паутина не является оружием. Он извлекает ее из своего тела, как Человек-паук Тоби, благодаря своему навыку, который он получил ранее. Итак, теперь, когда нынешний Альфа связан и избит, Габро был коронован новым лидером деревни, и никто не осмеливается возражать, потому что они не хотят закончить так же, как старый лидер. Позже Габро пойдет и скажет захваченным женщинам, что он приказал всем гоблинам не прикасаться к ним, и он тоже не будет их трогать, так что им не о чем беспокоиться. Он позаботится о том, чтобы о них хорошо заботились, и в конце концов он позаботится о том, чтобы их отправили обратно в деревню людей. Девочки с облегчением слышат, что с ними все будет в порядке, но в подобной сделке должен быть какой-то подвох. Так что один из них спрашивает Габро, что он хочет, чтобы они сделали в обмен на свою свободу. Габро действительно сочувствует им, но это не единственная причина, по которой он решил им помочь. У него нет другого способа получить какую-либо информацию по этому вопросу, поэтому он говорит им, что все, чего он хочет, это узнать о мире людей здесь. Так вот, после недолгого разговора с ним он узнает, что эти женщины были частью группы странствующих торговцев. Но когда на них напали гоблины, все их мужчины были убиты, и эти пятеро были единственными, кто выжил после нападения, только для того, чтобы быть схваченными и доставленными сюда. Они начинают плакать после того, как им приходится заново переживать трагедию, через которую они прошли, но Габро не может сказать: «Прости, мой народ, я уничтожил твоих друзей и семью». Так что если он просто встанет и уйдет. Проходит пара дней, и женщины,
кажется, начинают относиться к своему нынешнему положению более жизнерадостно. Но возможно, это просто их способ справиться с ситуацией. За то время, что он провел с ними, он узнал, что люди в этом мире эволюционируют не так, как монстры, но взамен они способны выполнять сразу несколько заданий. Рыжеволосая девушка, судя по всему, новичок в приключениях, насколько Габро может судить, но она довольно слаба в том, что касается воинов. Так что, возможно, позже он попросит ее присоединиться к гоблинам на тренировках. Говоря о тренировках, Габро заставил всех гоблинов постарше присоединиться к тренировкам, и не имеет значения, сколько им лет. Если они разозлятся на него, он вобьет в них немного здравого смысла. В течение следующих нескольких дней Габро сосредоточился на групповых упражнениях, чтобы научить всех гоблинов новым правилам, которые он установил для них. И вы можете сказать, что бывший лидер не в восторге от этого, но он больше не может идти против решений Габро. На 31-й день шел дождь, поэтому все остались дома. Все было совершенно нормально, но затем навык обнаружения Габро предупредил его о том, что несколько гоблинов направляются к человеческим женщинам, и он знает, что это значит. Бывший лидер собрал пару своих приятелей, и они планировали немного поразвлечься с людьми, но появляется Габро позади них. И он отчетливо помнит, как провел пару дней, изучая с ними правила. Но, похоже, некоторые люди ничему не учатся, так что тебе придется преподать старику еще один урок. Женщины просыпаются от звука того, как Габро убивает одного из непокорных гоблинов, и они явно напуганы. Другие гоблины услышали шум и бросились посмотреть, что произошло, поэтому Гумбро просит ГБМи помочь ему вытащить всех гоблинов, которых он связал, наружу и сказать всем собраться они рядом, потому что он хочет им что-то показать. Той ночью под проливным дождем Габро избил гоблинов, нарушивших правила, до смерти, оставив бывшего лидера страдать от наихудшей участи в качестве личной боксерской груши Габро, пока он был едва жив. Только для того, чтобы умереть под дождем медленной и мучительной смертью. Этим Габро спрашивает, все ли понимают правила и что произойдет, если они будут нарушены, и никто не осмелится сказать ни слова. На следующий день мы вернулись к обычной охоте, и группа столкнулась с Трикорном, покрытым чешуей, которую практически невозможно проткнуть. Трикорн бросается на Габро, но тот использует свой паучий шелк, чтобы заманить его в ловушку и обездвижить, и он и Гоба Кичи смогли найти его слабые места и довольно легко убить. После того, как он был побежден, Габро и остальные съели мясо, и он получил несколько новых навыков, один из которых называется тройной удар. И даже несмотря на то, что он делает это сам, Габро все еще понятия не имеет, как генерируются дополнительные два удара, но он не собираюсь подвергать это сомнению. Той ночью, когда Габро был в постели, рыжеволосый человек подошел к нему и просто забрался к нему в постель. В ту ночь не произошло ничего страшного, потому что она, вероятно, все еще была напугана тем, что произошло прошлой ночью, поэтому Габро позволил ей поспать в его постели. Однако к утру Гами начала ревновать, и она тоже забралась в постель к Габро. В других новостях гоблин, которому Габро поручил нести все оборудование, также сумел эволюционировать благодаря ручному труду, так что теперь она имеет отношение к сюжету как ну что же. Обучение гоблинов было разделено на разные подразделения. Габакичи занимался бронированными подразделениями, Гобми – дальнобойными подразделениями, а Хапсада – обычными бойцами. И теперь, когда Го эволюционировала, она занимается обучением гоблинов поддержки. Тем временем Хопс абсолютно ничем не занята, потому что она единственный маг среди гоблинов, а это значит, что ей некого тренировать. Габро решил оставить обучение гоблинов назначенным капитаном, а сам отправиться вглубь леса, чтобы поохотиться на какую-нибудь сильную добычу. Находясь там, он замечает вдалеке еще одного Трикхорна, и поскольку у него есть элемент неожиданности, он решает попробовать использовать приобретенный им магический навык. Ранее я использовал магию смерти первой фазы. И как только его атака достигла цели, Трикхорн, которого они с таким трудом одолели ранее, был легко уничтожен за 2 секунды. Эта убедительная победа, возможно, сделала его слишком самоуверенным, потому что затем он решил продвинуться дальше на север, в лес. Но только после того, как он зашел по-настоящему глубоко, он смог это сделать. Вспомни, что сказал ему Гобджи через пару дней после его рождения в прошлом месяце. Его недвусмысленно предупредили, чтобы он никогда не заходил в северную часть леса, потому что там живет малиновое существо по имени Красный Медведь. И теперь он столкнулся лицом к лицу с этим Красным Медведем из-за своей беспечности. Любое разумное существо уже начало бы убегать. Но несмотря на то, что Габро не может этого гарантировать, он все еще верит, что сможет справиться с этой тварью, если придумает план. Он хочет убить и съесть медведя, чтобы получить еще больше навыков, поэтому он активирует свою магию смерти и готовится бросить все, что у него есть. Есть у медведя. Вернувшись в пещеру, ГБМи начинает волноваться, так как она не видела Габро весь день, и никто другой не видел Габро с тех пор, как он вернулся. В то утро они ушли с тренировки. Но остальные на самом деле не волнуются, так как Габро достаточно силен, и с ним, вероятно, все будет в порядке, даже если он попадет в беду. Но я не знаю, есть ли у него какой-то план на этот счет, потому что Берт сумел увернуться от атак. В процессе они потеряли руку, но это все еще так же опасно, как и раньше, так что Габро может сказать это, если его ударит один из этих ударов когтями. Даже усовершенствованный навык чешуйчатой брони, который он получил от ветра треуголки, не принесет ему никакой пользы. Так как он не может позволить себе нанести ни одного удара, он решает убить медведя как можно скорее.
скорее. Однако даже после того, как Юн ударил его топором по черепу, медведь все еще продолжает толкаться, так что Габро вынужден отступить и попробовать что-то другое. Он пытается использовать свою паутину, чтобы заманить медведя в ловушку, но слишком силен для этого и вырывается сам. Затем медведь активирует одно из своих собственных умений и запускает в Габро волну огня, которая поджигает весь лес. Медведь начинает уходить, так как считает, что Габро никак не мог выжить после этого нападения. Но несмотря на то, что температура этого огненного взрыва была около 2000 градусов, Габро все же удалось выжить. Поэтому, добравшись до укрытия, он начал залечивать свою руку, обдумывая сложившуюся ситуацию. Он никогда раньше не слышал о таком существе, как огнедышащий медведь. Так что, похоже, для того, чтобы уничтожить это существо, ему придется понести некоторый урон. Он возвращается назад, когда медведь уже уходит, и заманивает его, чтобы он снова выстрелил в него огнем. Но на этот раз он придумал план противодействия и использует магию воды, чтобы заблокировать ад, продолжая двигаться вперед. Тело медведя слишком твердое, чтобы его можно было проткнуть обычным способом снаружи, но, вероятно, это совсем другая история, когда дело доходит до внутренней части тела. Пасть медведя, поэтому Габро вонзает свой меч в пасть медведя, что приводит к ране, которая, как он предполагает, будет смертельной. Однако его самоуверенная ухмылка исчезает, когда медведь швыряет его через лес, и он врезается в дерево. Габро умудряется отнять у медведя руку, ударить его по голове и вонзить нож в пасть, но по-прежнему не проявляет никаких признаков потери сознания. Однако после этого единственного удара Габро находится на грани смерти и определенно издохнет, если нанесет еще один такой удар. Но это только делает его более захватывающим для него. Он снова бросается вперед и поднимает топор, чтобы ударить медведя, в то время как медведь тоже готовит свои когти для удара. Но как только схватка заканчивается, видно, как одна из рук Габро взлетает в воздух. Медведю действительно удалось оторвать ему руку, но в конце концов Габро все еще был жив, хотя он был всего в шаге от того, чтобы потерять сознание. Он хватает медвежью лапу, которая пронзает его, и откусывает от нее кусочек, получая 2 новые способности, но после этого он умирает от полученных ран и теряет сознание. Затем он получает уведомление о том, что требования к уровню достигнуты, поэтому ему разрешено эволюционировать в редкий класс огров, что он немедленно принимает. Через некоторое время он просыпается и обнаруживает, что эволюционировал еще раз. Его рука восстанавливается. Таким образом, когда он возвращается к другим гоблинам, они все в шоке от того, каким он стал. Габи ругает его за то, что он отсутствовал и заставлял их волноваться. Она пытается пнуть его ногой, но наш мальчик стоит и терпит это как мужчина, в то время как Джми падает на пол, крича от боли. С тех пор, как Габро стал людоедом, Джми безостановочно следовал за ним повсюду, но прежде чем он обратится к этому, он хочет купить себе сменную одежду. Когда он входит в кладовку, женщины пугаются, потому что сначала не узнают его. Но после того, как он покажет им свои навыки, в качестве доказательства его личности, они немного успокаиваются. Одна из человеческих девочек смотрит на топор, который был сильно поврежден, и она, кажется, рада починить его. И пока Габро здесь, она сообщает ему, что сделала нож из волшебного камня, поэтому она хотела бы, чтобы он его проверил. Габро впечатлен ее упорным трудом, поэтому он гладит ее по голове, и стокгольмский синдром должно быть сильно действует на нее, потому что ей это нравится. С другой стороны, боже, мы с рыжеволосой девочкой ненавидим это, потому что завидуем, что Габро уделяет свое внимание другой девушке. Затем Габро подходит к близнецам, чтобы посмотреть, как у них дела, но работа, которую им приходится выполнять, немного тяжеловата только для них двоих, чтобы справиться с этим. Так вот, они спросили Габро, не могут ли они найти несколько дополнительных рабочих рук, чтобы помочь. Раз уж они попросили, Габро решает, что он может попросить пару девочек-гоблинов прийти сюда на помощь, и близнецы рады это слышать. Но даже Габро поражен, как быстро им начали нравиться гоблины, несмотря на буквально неделю назад они убили всю их семью. Он шутит, что из них получились бы отличные жены, и девочки, похоже, не возражают против этой идеи, но рыжие я, безусловно, против. Затем он идет проведать зеленоволосую девочку, которая была занята приготовлением зелий. Он взглянул на один из пузырьков и понял, что это яд, чего девочка не отрицает. Она приготовила его для защиты и изначально планировала уничтожить всех гоблинов, отравив еду, но потом она узнала, что есть такие надежные гоблины, как он. Так что она больше не собирается им пользоваться. На следующий день Габро понял, что больше не может заниматься обычными тренировками, потому что в его состоянии огра даже сдерживание других гоблинов почти убивает их. Поэтому он больше не будет с ними драться. Габакики очень тяжело переживает потерю и решает отправиться на охоту, чтобы прочистить мозги, и хотя Габро беспокоится о нем, он также знает, что должен дать ему немного побыть одному. Остаток дня все занимались своими обычными делами, и в кои-то веки Габро получил возможность просто расслабиться, коротая время за шитьем рядом с Хопси. Несмотря на то, что он потерял руку в схватке с красным медведем, на самом деле это не сильно замедлило его развитие,
иллюзия, так как у него есть навык слизи, чтобы компенсировать это. Но если оставить это в стороне, он говорит Хопси, что хотел бы получить свою книгу обратно, чтобы дочитать ее до конца, но она просто полностью игнорирует его и продолжает читать. На следующий день Габро, как ни в чем не бывало, обедал, когда Джо подбежала к нему с поврежденным карбункулом на руках. Габро пытается вылечиться в 1 классе, но потеряла много крови, поэтому он говорит, что ему придется попросить алхимика приготовить что-нибудь, чтобы помочь ей. После завершения лечения Карбункул просыпается и недоумевает по поводу своего нынешнего положения и того, кто все эти странные люди вокруг нее. Они все ей объясняют. Значит, Карбункул благодарен им за то, что они спасли ей жизнь, несмотря на то, что она им чужая. Она говорит, что ее зовут Вернувшейся, и не так давно на нее напали какие-то люди, вот почему она оказалась в таком состоянии. По-видимому, драгоценный камень во лбу Карбункула стоит больших денег, примерно 1 миллиард золотых монет. Так что неудивительно, что они так стараются убить ее за это. Она просит Габро, пожалуйста, помочь ей прогнать авантюристов, которые охотятся за ней, потому что она долго не проживет. Возвращающийся — это искусственный карбункул, созданный легендарным волшебником давным-давно с целью охраны сокровищ упомянутого волшебника. Однако во время нападения ядро, поддерживающее ее жизнь, было сильно повреждено, так что при таких темпах она вряд ли проживет долго. Ее хозяин затаил серьезную обиду на людей, пока был жив, поэтому даже после смерти он предпочел бы, чтобы его легендарные сокровища достались кому-нибудь другому. Кучка гоблинов предпочла бы, чтобы люди не трогали их своими грязными ручонками. Так что если Габро поможет ей избавиться от этих авантюристов, она с радостью передаст все содержимое сокровищницы Гимну. Это прекрасная возможность, так что Габро не собирается так просто упускать ее из виду. Он призывает всех собраться вокруг и говорит им, что сегодня они отправятся в эту сокровищницу, чтобы прогнать некоторых людей. Он спрашивает девушку-кузнеца, есть ли у нее нож из духовного камня, о котором она говорила на днях, и она отдает его ему. Обычно он не пользуется ножом, но он думает, что это будет лучше, чем идти с пустыми руками, если его цель запугать их. Весь отряд гоблинов направляется в сокровищницу, о которой говорил Кармункёль, и, оказавшись внутри, Габро попросил Габакичи и остальных спрятаться первого. Чтобы он мог, можно было бы попытаться договориться с людьми. Он бродил по округе в поисках искателей приключений в одиночку. Но потом те же самые приключения неожиданно загнали его в угол. Они ворчат между собой по поводу того, что теперь им тоже придется иметь дело с людоедом, но они просто решают избавиться от него как можно быстрее. Наемный убийца пытается совершить тайное убийство, но Габро видит, что он приближается на расстояние мили и способен блокировать удар голой рукой. Искатели приключений шокированы тем, что скрытность убийцы была так легко раскрыта. Но тут Габро прерывает их и кричит, что прямо сейчас они находятся в чужом доме, но пытаются обокрасть его и даже чуть не убили его хранителя. И вдобавок ко всему, они, похоже, не считают, что в том, что они делают, есть что-то неправильное. Но сегодня им повезло, потому что Габро хороший парень и даст им шанс избавить себя от боли. Они начинают нападать на него, но они настолько слабы, что он может легко уклоняться от их ударов, поэтому он все равно предлагает им развернуться и уйти, пока все не испортилось. Становись уродливым. К сожалению, люди известны тем, что у них внезапно не хватает мозговых клеток, когда возникает необходимость думать. Так что, несмотря на то, что Габро явно не в их вкусе, они продолжают атаковать, пока он наконец не теряет терпения и не готов разбить несколько голов. До искателей приключений наконец-то начинает доходить, что им не следовало связываться с Габро. Но уже слишком поздно возвращаться, так как Габро использует свою магию земли, чтобы заманить их в ловушку, и призывает остальных начать прыгать на этих парней. После того, как они закончили избивать авантюристов, они сняли с них все, что у них было, и вышвырнули их всех вон. Так вот, Гобра решает съесть всю добычу и в итоге получает навыки, связанные с предметами. Теперь он может вызвать ящик с предметами, в котором может храниться более 100 предметов. Поскольку он выполнил свою часть сделки, Вернувшийся ведет Габро и остальных в комнату сокровищ, где ее хозяин испустил последний вздох среди всех своих крутых вещей. Это был великий волшебник Вельвет, и Вернувшийся говорит, что он был весьма сведущ в общении с духами, именно поэтому он смог собрать такое большое количество камней духов. Ее время подошло к концу, поэтому она еще раз благодарит Габро и остальных за помощь и исчезает в его руке, оставляя после себя драгоценный камень в виде головы, который Габро съедает. Они все почтят минутой молчания Вернувшегося, но после того, как все будет в порядке, они начнут обыскивать это место в поисках чего-нибудь, что могло бы быть ценным, и его новая коробка с вещами пригодилась именно в этом случае. Но перед тем, как они ушли, Габро почувствовал себя неловко из-за того, что оставил тело вот так на открытом месте, поэтому он решил, что так будет лучше. Было бы лучше, если бы он сжег его. И как только он это сделал, тело превратилось в пепел, оставив после себя перчатку, которую Габро без колебаний надел. Перчатка, похоже, является легендарным магическим предметом, поэтому как только он надевает ее на свою потерянную руку, она прикрепляется к нему и заменяет отсутствующую руку. У руки есть несколько действительно интересных функций,
включая способность вращаться, а также производить яд и нити. Но самое главное, она также может функционировать как обычная рука. На следующий день Габро потратил много времени, оценивая все, что они получили за год из сокровищницы, и учитывая, что это было собрано легендарным волшебником. Все находится на самом высоком уровне по силе, так что на следующий день Габро раздал магические предметы 15 гоблинам-свиньям из группы. Он оставил себе это алое копье, а также легендарный магический браслет. Таким образом, в общей сложности у него теперь есть 3 легендарных магических предмета. На 40-й день Габро решил провести серию сражений, чтобы определить ранги среди различных хобгоблинов. На следующий день Габро ранним утром отправился на охоту за добычей, с которой он никогда раньше не сражался. Первым был золотой паук, которого он убил одним ударом, и после того, как съел его мясо, он получил еще один навык, который позволяет ему создавать золотые нити. Продолжая идти по лесу, он оказывается под деревом, залитым светом, и это своего рода проблема для него, поскольку это родина вида, называемого дриадами. Они охотятся на представителей разумных рас и соблазняют их стать источником питательных веществ. Габджи рассказал Габро о них, и он лично хочет прогуляться, пока дриада не высосет его досуха. Но Габро никогда бы не пошел на что-то настолько поучительное. Или, по крайней мере, так он сам себе говорит. Потому что второго появляется дриада и начинает сближаться с ним, Габро просто складывается на месте. Он пытается думать об этом спокойно, но потом вспоминает, что он все еще девственник в этом мире, так что все доводы рассудка отбрасываются. Выгляни в окно, когда Габро активирует свой священный навык Золотой Пиппи. Дриада поражена длиной и обхватом того, что она видит перед собой, и я не могу вдаваться в подробности, но за следующие 5 часов произошло очень много событий. И к тому времени, как они закончили, Дриада попросила его вернуться в ближайшее время для следующего раунда. Габро направился к ближайшему водопаду, чтобы помыться, но вскоре его без всякой причины окружил отряд ящеролюдей. Так что он исцелил их, а также всех остальных, кто пытался напасть на него. На следующий день Габро узнал, что есть 2 гоблина, которые могут стать магами, и отправил их на обучение к Хопсу. Но он не может сказать, что ему нравится выражение ее лица, когда она думает о том, чтобы учить гоблинов друг у друга. Есть и другие новости. Все девочки в пещере внезапно разозлились на Габро, и он не может понять почему, так как ни одна из них ему не говорит. В конце концов он идет к зеленоволосой девочке, чтобы попросить совета, так как она кажется самый уравновешенный человек здесь. Так вот, она говорит ему, что все злятся, потому что знают, что он недавно ездил в Паундтаун. Дриада Лексом очень хорошо узнает это по отметинам на его теле, поэтому они завидуют, что он не выбрал его первым. Зеленоволосая девочка тоже чувствует то же самое, но вместо того, чтобы ревновать и молчать, она предпочитает быть немного более активной по отношению к своему партнеру. Чувства. Мы уже видели, что Габро в подобных ситуациях сворачивается легче, чем одеяло, но Габи отказывается позволить этому случиться. Это случается, по крайней мере до тех пор, пока она не присоединится к нам, и у всех остальных не возникнут те же мысли. В тот день произошло гораздо больше событий, из-за которых Габро пришлось поставить звуконепроницаемую стену в своей комнате, но он не хочет об этом говорить. На следующее утро навык обнаружения Габро предупреждает его о приближении некоторых врагов, и благодаря его умению доказывать, что теперь он может это сделать, чтобы определить расу и общую силу соперника. Он выходит на улицу вместе с Гавакичи и сталкивается с парой эльфов, с которыми, похоже, будет настоящей занозой в заднице. У них есть предложение, но эльфы ведут себя очень высокомерно, учитывая, что это предложение их просьба о помощи. Территория Еля вот-вот подвергнется нападению людей, которые хотят украсть их сокровища, поэтому он хочет сразиться с гоблинами, чтобы помочь защититься от них. За нападение, а взамен им будет предоставлена компенсация. Годжи сразу же решил, что это хорошая идея, это помогло им, так как компенсация составляет сумму, которой хватит на пару месяцев еды для всей деревни. Но несмотря на то, что это может быть правдой, Гоброс все равно отказывается выполнять их просьбы. Эльфы шокированы тем, что он отказался от такой, по их мнению, выгодной сделки, но Габро было наплевать на их ситуацию, и хотя обычно он не возражал бы помочь им. Их напыщенное такое поведение раздражает его, поэтому он не хочет иметь с ними ничего общего. Эльф разозлился и почти замахнулся мечом на Габро, но Габро тут же применил тактику завоевателя и огромным давлением поставил предводителя эльфов на колени. После этого он схватил предводителя эльфов за шею и сказал ему отозвать лучников, окружающих это место, если он хочет. Продолжайте делать так, чтобы шея не была раздавлена. И он тоже не блефует. Один из лучников пытается пустить стрелу в голову Габро, но тот хватает ее зубами и кусает до тех пор, пока она не разлетается на куски. Габро отклонил их предложение отчасти потому, что у него нет настроения сражаться с людьми, но если они будут угрожать и его деревне гоблинов, то он может пересмотреть свое решение объединиться с эльфами. Но с учетом сказанного, он использует свое легендарное копье, чтобы дать понять, что он мог бы убить всех здесь за 2 секунды, если бы захотел, но сегодня он их отпустит. Все эльфы поспешно возвращаются в свое племя, и Габро уверен, что после такого переполоха они еще какое-то время сюда не вернутся. Или, по крайней мере, он на это надеется. На следующий день во время охоты Габро наткнулся на серую слизь,
слизь, поэтому он победил ее с помощью магии огня и подобрал ее сердцевину, чтобы пожевать. Съев слизь, Габро получает способность сопротивляться физическому урону, регенерировать жидкость и самовоспроизводиться. Самовоспроизводство – это способность, которая позволяет Габро создавать свою копию, используя любую жидкость из своего организма. Он протестировал это с помощью капли своей крови, и через несколько секунд сформировался мини-Габро. Он способен делиться своими чувствами с этой миниатюрной версией самого себя, поэтому ему приходит в голову идея сшить одежду для всех женщин, которые ему не безразличны. Но с его кровью, смешанной с подкладкой, чтобы можно было связаться с ним, если у них когда-нибудь возникнут проблемы. На следующий день Габро приказал одному из своих кровных детей следить за любым подозрительным поведением, и так случилось, что он снова увидел приближающихся эльфов. Но на этот раз, похоже, предводитель привел с собой целую армию. Похоже, что в прошлый раз он не усвоил урок, так что с Габро на данный момент покончено. Когда эльфы приближаются ко входу в пещеру, их немедленно обездвиживает рев Габро, после чего он выходит и использует свою паутину, чтобы связать их всех. Всех заключенных заводят внутрь, где Габро дает лидеру последний шанс выпутаться из этой ситуации, спрашивая его, зачем он вернулся сюда. Но лидер просто продолжает копать себе могилу глубже и заявляет, что убьет Габро за то, что он задел его гордость. Некоторые эльфийские девушки извиняются за глупость своего лидера, так как они пытались отговорить его приходить сюда, но он вообще отказался их слушать. Поскольку солдаты не совсем виноваты в том, что их лидер идиот, он решает, что они будут сражаться 1 на 1. Проведите здесь имитационные сражения 1 на 1 с гоблинами. И все эльфы, которые выиграют свои сражения, будут пощажены. Несмотря ни на что, лидера все равно убьют. Короче говоря, из 23 эльфийских солдат только 6 потерпели поражение, и Габро, возможно, подстроил матчи так, что все эльфы мужского пола проиграли, чтобы заполучить эльфийских девушек в свое распоряжение, но это не так. Помимо сути дела, он съедает всех мужчин-эльфов, приобретая у них некоторые дополнительные навыки, и теперь, когда это сделано, он обращается к выжившим женщинам-эльфам и говорит им, что им всем нужно сдать свое оружие и магические предметы, потому что теперь их держат в плену. Братья-эльфы в шоке, потому что они думали, что их освободят, если они выиграют свои эффективные сражения. Но Габро не настолько добр, чтобы простить людей, которые пришли сюда с намерением убить его. Габджи уже вовсю возбуждается, так как верит, что наконец-то сможет по-настоящему порезвиться с эльфийскими девушками, но Габро снова вводит правило не прикасаться. Так что эльфам не придется беспокоиться о других гоблинах. Годжи может смириться с этим, так как Габро главный в деревне, но Годжи все равно спрашивает, может ли он что-то предпринять, так как он очень расстроен. И Габро немного переживает за него. Габро все еще должен казнить предводителя эльфов, и он запланировал для него кое-что особенное. Позже Габакики достигнет 100-го уровня во время охоты и в результате эволюционирует в более могущественную версию самого себя. Остальные гоблины в восторге от его нового телосложения, особенно Габро, который рад, что у него снова есть кто-то на его уровне. Габакуичи тоже стал особенным вариантом, а его твердая как железо малиновая кожа – результат благословения полубога пламени и войны. Так что он стал по-настоящему крутым, и первое, что он хочет сделать сейчас, это развить свой спарринг с Габро, к которому Габро относится очень хорошо. Я более чем счастлив принять его предложение. Они начинают щадить друг друга, и Гомакихи определенно способен выдержать несколько ударов Габро, но в конечном счете ему все еще не хватает навыков, чтобы по-настоящему бороться. И он довольно легко терпит поражение. Несмотря на то, что Габро, возможно, и выиграл битву, он все еще впечатлен тем, что Гобакичи догнал его на первом месте. Поэтому он рад, что у него есть соперник, который держит его в напряжении. После этого Габро чувствует себя измотанным после всех сражений с Гобакичи, поэтому он решил отдохнуть в пещере. Но затем к нему подходит темная фигура, которая извиняется за то, что не смогла подготовить для него больше, и дает ему неизвестный навык. Габро просыпается после встречи, и оказывается, что это был странный сон, но он все еще задается вопросом, что бы это могло значить. На 51-й день Гог тащит Габро за собой, чтобы тот мог хорошенько рассмотреть весь прогресс, достигнутый гоблинами, пока его не было. Обращаю внимание. Может быть, это потому, что они чувствовали себя брошенными после того, как Габакики тоже стал огром, но еще 4 гоблинов стали хобгоблинами. У одного из них по оценкам достаточно таланта, чтобы стать магом, а у другого, похоже, есть таланты, необходимые для того, чтобы стать священнослужителем. Это Годжи, и он обещает сделать все возможное, чтобы максимально помочь сообществу гоблинов. А вот и другие новости. Хабза стал еще горячее. Она превратилась в повелителя полуколдований, но у нее на теле есть какие-то отметины, которые напоминают Габро Маркси. Но они оставят этот разговор на потом, так как Хопси не терпится проверить, сколько дополнительной силы она получила в результате своей эволюции. Так что они оба направляются наружу, где Хопси произносит залп огненных заклинаний, которые поджигают лес. Эти двое не обращают внимания на лесной пожар, который они только что начали, и Хопси говорит, что ей кажется, что она могла бы сотворить еще 20 таких же заклинаний. Но прежде чем она сможет нанести еще какой-либо сопутствующий ущерб, Габро говорит, что на сегодня этого достаточно. Поскольку она наполовину повелительница заклинаний,
времени она не так сильна, как могла бы быть повелительницей заклинаний, но скорее всего в следующий раз она превратится в одного из них. Однако сейчас, чтобы отпраздновать ее эволюцию, Габро дарит ей новое легендарное снаряжение. Скорость эволюции гоблинов кажется действительно высокой по сравнению с тем, как это происходит обычно. И Габро в основном уверен, что это из-за его влияния на то, как гоблины тренируются. Но даже несмотря на то, что население в целом стало сильнее, все еще есть те, кто не в состоянии идти в ногу со временем. Позже Габро и Габакичи возвращаются с успешной охоты, когда они сталкиваются с группой гоблинов старшего поколения, и они говорят, что им надоело жить в лесу. Деревня гоблинов, так как они самые старшие, но все гоблины, которым исполнилось 2 месяца, становятся сильнее их. И вдобавок ко всему, Габро единственный, кто когда-либо трахался, поэтому они хотят уйти и начать что-то новое для себя. К их удивлению, Габро не возражает против их ухода, так как они ничего не украли, и он даже старается изо всех сил обеспечить их всем необходимым. Их ножом, сделанным из мифрила, чтобы помочь им в их путешествии. В другой раз Габро наткнулся на орка, который тащил домой человеческое тело. Этот парень уже мертв, так что Габро ничего не мог сделать, чтобы спасти его. Поэтому он убивает орка, чтобы отомстить за него. И хотя у него может быть правило, запрещающее убивать людей без крайней необходимости, он все равно откусывает кусочек от мертвого парня, чтобы посмотреть, что у него получится. Ему удается приобрести у него навык укротителя монстров. Позже Габро разрабатывает идею сделать серьги со своей кровью, чтобы он мог общаться с другими, так что как только они будут готовы, серьги можно будет использовать на тренировках. Габро разговаривает с Годми через сережку, и она поражена, что действительно может слышать его громко и отчетливо. Так что, убедившись, что идея работает, он сделал достаточно, чтобы все гоблины могли ею пользоваться. По ходу дня охота шла своим чередом, и Гог, похоже, стала намного сильнее, так как теперь она может вырубить трехрогого одним ударом. Так как он все еще цел и невредим, Габро считает, что это идеальный объект для того, чтобы опробовать на нем свой новый навык укротителя монстров, и как только он закончит, Трехорн превратится в преданного питомца, забывшего обо мне. За этот день Габро приручил еще больше животных. На 59-й день Габро устроил все так, что рыжеволосая девочка смогла тренироваться, сражаясь с кобальдами 1 на 1. Она присаживается передохнуть с Габро, и пока он ест, спрашивает, не хочет ли она съесть кусочек его мяса. Габро не возражает и кладет ей окорок, но когда она откусывает от него кусочек, она на мгновение замолкает, потому что только что получила новую работу-класс. Ее работа называется Нур-солдат, и она дает ей бонусы, которые позволяют ей двигаться вот так, с единственной оговоркой: дело в том, что ей нужно время от времени есть мясо монстра, иначе она умрет. Той ночью Габро проснулся, когда его навык обнаружения предупредил его о десятках кобальдов, направляющихся в этом направлении. Их что-то преследует, но он не может сказать, что именно, поэтому на данный момент у него есть все гоблины, готовые защищаться от любой возможной угрозы. И он говорит им оставить кобальдов в покое, поскольку они являются жертвами в этом деле. Когда кобальды пробегали мимо них, выяснилось, что за ними гнались ожившие скелеты. Поэтому Габора приказала ГБМе и ее команде открыть огонь. Они сделали, как было сказано, но стрелы не подействовали на скелетов, и с такой скоростью они скоро погибнут. Нас захватывают. Очевидно, что-то создает этих скелетов, так что им нужно это уничтожить, если они хотят, чтобы это закончилось. Но пока Габро говорит всем бросить оружие и поднять руки. Потому что разбить скелетов – единственный способ замедлить их продвижение. Разрушение скелетов работает, но они не смогут продолжать в том же духе вечно, если скелеты не перестанут появляться. И тут на помощь приходит Габро. Потому что он преследует того, кто создает скелеты. Он бросается ко входу, одновременно разрывая груду скелетов перед собой. Так что всего через 7 секунд он наконец добирается до большого скелета, который призывает остальных скелетов, и пробивает в нем дыру. Как только главный скелет побежден, Габро откусывает ему голову, что дает ему кучу новых навыков нежити. И когда он возвращается в пещеру, его приветствуют все кобальды, которые теперь начали называть его своим господином. Кобальды занимались добычей полезных ископаемых, когда случайно наткнулись на сокровищницу Вельвет и вывели из строя ее хранителя, большого скелета. Так что единственное, что они могли придумать, чтобы выжить, это бежать к пещере ужасающего огра, которого они пытались избежать. Для Габро их история имеет смысл, но он напоминает им, что уже некоторое время убивает многих им подобных. Так они действительно уверены, что все еще хотят видеть его своим господином. Но кобальды полностью осознают это и хотят служить ему, несмотря ни на что. На данный момент Габро собрал людей, эльфов и кобальдов, так что хотя он и не собирался этого делать в первом классе, он признает, что здесь стало довольно интересно. На следующий день Габро отправился на охоту с Говой Кичи в первый раз за долгое время. Но когда они направлялись в лес, они заметили группу из 12 человек, быстро двигавшуюся по лесу. Поэтому Габро изменил планы и решил, что им следует последовать за людьми. Они тихо преследуют людей, и подслушивая, Габро может узнать, что люди планируют похитить дочь вождя эльфов. Их цель – группа эльфов, которые сегодня будут возвращаться с фестиваля, и они получили необходимую информацию от предателей среди эльфийского племени. Через 2 часа после захода солнца прибывает конвой, и Габро ошеломлен тем, насколько красива эльфийская принцесса даже по эльфийским меркам. Но затем начинается атака людей, и 2 эльфа из конвоя сразу же получают пулю в голову. Гоба хочет помочь им, но Гоброс останавливает его, так как эта драка не имеет к нему никакого отношения. Затем люди приступают к уничтожению эльфов, и когда они наконец захватывают принцессу, Габро передумывает и решает спасти
спасти их. Но совершенно не потому, что он видит возможность добавить нового члена в свой гарем. После уничтожения людей Габро и Гоба, Кичи забирают тела всех выживших и относят их обратно в пещеру, где один из захваченных людей признается во всем, что ему известно, чтобы Габро пощадил его. Судя по всему, война с эльфами начнется через 20 дней, но хотя эта информация была определенно полезной, солдат, к сожалению, мужчина, поэтому он не имеет права на гарем. В новостях, не связанных с этим, Габро получает навыки нескольких солдат, а затем превращается в принцессу эльфов, которая только что проснулась. Она напугана в первый раз, когда видит Габро, и кажется, она немного отличается от других эльфов, так как у нее есть крылья. Она в замешательстве из-за всего, что произошло, поэтому он пытается успокоить ее, говоря, что не причинит ей вреда. Но она больше беспокоилась о том, чтобы он не сделал ей ответных уколов. После того, как Габро уладит недоразумение, он сядет и выпьет чаю с принцессой. Но она разозлилась из-за того, что Габро просто спряталась в кустах и наблюдала, как убивают ее людей, прежде чем решиться что-либо предпринять. Вполне разумно, что она злится на его действия, но с другой стороны, Габро все равно. Ему не нравится вмешиваться в ссоры между людьми и гоблинами, если, конечно, в них не замешана хорошенькая девушка. Кроме того, если у нее есть время поплакать над своими мертвецами, то ей лучше использовать его для поиска предателей среди своего народа, которые сдали их. Ее местонахождение. Новость о том, что некоторые из ее соплеменников могут оказаться предателями, заставляет ее плакать еще сильнее. Поэтому Габро говорит ей немного отдохнуть сегодня вечером. А утром они сопроводят ее обратно в ее племя. Кстати, Габьё по-прежнему в таком же плохом настроении, как и раньше, но Габро и близко не подпустит его к эльфийской принцессе. На следующее утро Габро уходит пораньше, чтобы сопроводить принцессу обратно в племя эльфов. И пока они гуляют, он спрашивает о ее крыльях и отвечает. Говорили, что они есть только у высших эльфов. Это эволюционировавшая версия эльфа, который может летать с помощью крыльев. Хотя принцесса говорит, что крылья обычно спрятаны внутри их тел, поэтому посторонние не часто их видят. После этого они продолжают идти еще 3 часа, пока наконец не добираются до деревни эльфов, но их тут же останавливают десятки эльфов, прячущихся на деревьях. А эти парни не любят беспорядка, потому что их стрелы сделаны из мифрила и представляют серьезную угрозу для Габро, хотя он, вероятно, смог бы справиться с парой выстрелов. Эльфийская принцесса выходит вперед и приказывает лучникам отступить, так как Габро и Габакичи – те, кто спас ее. Лучники в замешательстве, но в конце концов Габро и Габакичи разрешают встретиться с деревенским старостой. Вождь благодарит Габро за спасение его дочери, так как она для него важнее всего на свете. Но Габро сразу переходит к делу и говорит, что спас ее не по доброте душевной или что-то в этом роде, он хочет получить награду. Деревенский староста считает, что следует вознаградить человека, который вернул ему его дочь в целости и сохранности, поэтому он зовет слугу, чтобы тот принес волшебный предмет. Этот предмет называется «Не подведи», и это семейная реликвия семьи эльфов, поэтому принцесса спрашивает, уверен ли он в этом. Он действительно хочет отказаться от этого, но считает, что это достойная компенсация за услугу, которую Габро оказал ему. Габро рад видеть, что вождь эльфов не скряга, когда речь заходит о важных вещах. Поэтому он говорит вождю, что у него есть некоторая информация, которая может оказаться полезной в отношении предстоящей войны с людьми. Услышав это, шеф понимает, что это могут быть взаимовыгодные отношения с Габро, и он получит дополнительную компенсацию. Габро получает некоторые материалы для рукоделия, немного оружия и 2 лопаты, которые, вероятно, делают что-то особенное. После того, как сделка была заключена, шеф сказал, что у него есть кое-что, о чем он хотел бы спросить Габро. Прошло много времени с тех пор, как элитный отряд эльфов отправился в поход, и он не получал от них никаких вестей. Поэтому ему было интересно, знает ли Габро что-нибудь об этом. Габро знает, кого имеет в виду шеф, но поскольку он уже убил и съел большую часть команды, он нервно смеется, отрицая какую-либо причастность к нему. У шефа нет причин полагать, что Габро лжет, поэтому он соглашается с тем, что тот говорит, но перед тем, как они уйдут, он дарит Габро дополнительный подарок. Несколько бочек алкоголя – это все, что нужно Габро, чтобы быть готовым помочь им, если они когда-нибудь снова попадут в беду. Вернувшись в пещеру, Габро действительно наслаждается алкоголем, поэтому он намерен сделать все, что в его силах, чтобы оставаться в дружеских отношениях с эльфами. И остальные рады видеть, что он счастлив. Но Джи-Джи сегодня чувствует себя как-то не так. На следующее утро Габро встает с постели и пытается разбудить Джи-Джи, но обнаруживает, что за ночь она превратилась в тихоню. Так что, купив себе новую одежду, она наконец-то может похвастаться перед Габро. Благодаря своей эволюции она теперь может создавать большое количество льда, что является полезной способностью. Но ей также нужно носить очки, блокирующие магию. Потому что она также приобрела дурной глаз, это заставляет других ссориться между собой. Есть и другие новости о том, что Го стала повелительницей полуземли, обладающей способностями, которые позволяют ей манипулировать землей, находить слабые места в горных породах и играть в Майнкрафт без кирки. Седло Хопс также эволюционировало, но в ее случае она стала повелительницей полукровкой, и как таковая она является способен контролировать кровь и использовать ее как оружие. Но Габро все еще немного любопытно, почему все эволюционировавшие хобгоблины имеют одинаковые метки на своих телах. Тела, которые он делает. И все они говорят, что чувствуют свою силу, исходящую из этого места, так что Габро хочет разобраться в этом подробнее, когда у него будет такая возможность. Учитывая все новые изменения, которые произошли, Годжи решил переименовать их. Так что теперь Хапсета будет известен как Бладсета, Гами как Деми, Джоб как Земля, а Хобби как Спили. Он также переименовал Габакичи в Арикики, а Габро в Агро. Ему не очень нравится новое имя, но главное, чтобы все знали, кто есть кто.
поэтому он оставляет все как есть. С новыми эволюциями список самых могущественных рас в пещере был обновлен, и Деми находится в верхней части списка, не так ли сейчас же? Как только начнется война с людьми, эльфы обратятся за помощью к Огрову. И когда это время настанет, наличие большего количества подчиненных в его распоряжении позволит ему участвовать в большем количестве тактических операций. Учитывая это, он начал раздавать больше своих коммуникационных сережек различным видам. Но когда дело дошло до эльфов, они не захотели ничего надевать, если только Огра не вставит что-нибудь в них. Так что остаток ночи звуконепроницаемая комната была использована с пользой. Теперь, когда все участвуют в тренировках, размер группы ежедневных тренировок стал довольно большим. Так что Абро пришла в голову идея устроить им всем бои и контролируемые поединки с нежитью, которую он сам же и создал. Создает так, чтобы все они могли получить некоторый опыт. У скелета, которого он вызывает, темные кости и тяжелая броня, что указывает на его мощь, судя по снаряжению, с которым он появляется. Все эльфы в конечном итоге проигрывают скелету в битве. Нежить была полезна в качестве тренировочных манекенов, но тот факт, что они сгорают, как только попадают под солнечный свет, на самом деле не оставляет много вариантов, как использовать их днем. На данный момент Амбре сосредотачивает свои усилия на обучении эльфов и кобольдов, чтобы улучшить их навыки, особенно кобольдов. Поскольку в настоящее время они находятся на довольно низком уровне по шкале силы, так что если они не возьмут себя в руки, им будет трудно идти в ногу со временем. На следующий день у него групповая тренировка по охоте на кобольдов, и, честно говоря, у них получается намного лучше, чем он ожидал. Потому что им удалось поймать 20 волков за один сеанс, так что они смогли приручить их с помощью его мастерства. Вернувшись в пещеру, Авгуру был приятно удивлен, обнаружив, что его топор, поврежденный в битве с красным медведем, был улучшен. Вся конструкция была модифицирована с использованием всевозможных сплавов мифрила и камней духа, так что Авгуру действительно впечатлена своей работой. Он спрашивает, когда она научилась делать подобные вещи, и она объясняет, что недавно получила звание кузнеца стихий. И за свои достижения она хочет получить особую награду от Огра. На следующий день они должны были отправиться на дополнительную тренировку, но Ауракичи хочет обсудить с Огром кое-что важное. Он просит Огра поклясться не смеяться над ним. Но он всегда был влюблен в землянку, и теперь, когда она стала повелительницей земли, это чувственное тело вызывает у него какие-то чувства. Однако он понятия не имеет, как с ней разговаривать. Поэтому ему действительно нужна помощь Обры в этом вопросе. И Абра чувствует, как будто наконец-то пришло его время стать старшим братом. Абра учит Ауру Кики всему, что нужно знать о том, как заполучить девушку, но он должен сделать это сегодня вечером. Нет смысла откладывать это на потом. И если в итоге ему все равно откажут, худшее, что она может сказать, это нет. Он рассказывает Абри Кикл и знает, как это происходит с Эрти, и после того, как Аурикичи признается ей, короче говоря, он трахается. На следующее утро Аурикичи снова ссорится с Абро, и сегодня он чувствует себя намного легче, чем раньше, и намного счастливее, и все это благодаря совету Абро. После тренировки, как обычно, они отправляются на охоту, и сегодня появляется куча новых насекомых-монстров, которых Абро никогда раньше не видел. До этого он хотел собрать как можно больше людей, чтобы помочь им изготовить броню. Он также немного ест и может освоить навык ношения экзоскелета. Так что он опробовал его, и его тело сразу же покрылось по-настоящему прочной броней. Она хорошо защищает от ударов и быстро восстанавливает мелкие повреждения, так что это было бы действительно полезно в бою. Но ему не нравится, как это бросается в глаза, поэтому он снимает ее. К сожалению, похоже, что броня была создана с использованием его одежды, так что теперь эта куртка просто исчезла. Но это также учит Агро тому, что он может регистрировать и запоминать формы, которые могут ему пригодиться. Так что, получив несколько новых штанов, он создает воздушную форму, используя некоторые приобретенные навыки жука, и теперь он может летать, хотя это займет некоторое время. Немного попрактиковался, прежде чем стал по-настоящему хорош в этом. На следующий день шел дождь, так что никто вообще не мог выйти на улицу. Однако это не помешало рыжеволосой девушке попросить Абру потренироваться с ней. Раньше он думал о ней как о милом щенке, но теперь она больше похожа на добермана, настолько сильной она стала. После тренировки Абру отправилась к кузнецу, чтобы посмотреть, как идут дела с ее стороны. И в последнее время она работает с эльфами над развитием более интересное оружие с мифрилом. Например, она разработала новый скорострельный арбалет, и Абру действительно впечатлен проделанной ею работой. После этого он пошел проведать сестер шеф-повара, и их навыки также улучшились. Поэтому Абру пытается заставить их воссоздать некоторые блюда из его прошлой жизни, похожие на картофельные чипсы, и сестры более чем счастливы попробовать все, что он предложит. Следующим пунктом в его контрольном списке стоит встреча с алхимиком, чтобы узнать, как продвигаются ее исследования в области зелий и магических инструментов. И похоже, она создала магический предмет, который может заморозить человека на месте, если в него попасть. И она действительно гордится своим творением, так что она хочет получить от него вознаграждение. Однако другие девочки пронюхали об этой награде, так что Абро пришлось провести с ними всю ночь. На следующий день Абу вызвали, потому что у входа в пещеру появились какие-то странные эльфы. Поэтому он отправился туда и встретил этого эльфа, который попросил поболтать с ним. Он здесь, чтобы попросить помощи у Аборо, потому что армия людей продвигается в лес, и поскольку он ведет себя намного лучше, чем предыдущий парень, то компенсация наверняка будет стоящей. Итак, Абру принимает просьбу.
позже он собирает все самые сильные силы, которые есть в его распоряжении, и говорит им, что с этого дня они теперь являются группой наемников и будут называться компанией наемников Парабелла, так что им пора отправляться на свое первое задание. Ранним утром 71-го дня все они отправляются на свою первую официальную миссию в качестве Парабеллума. И по особому случаю Абру решил пригласить 36 из них принять в ней участие. Благодаря способностям супруга они также смогли привести с собой своих фамильяров. На самом деле в этой группе около 73 нападавших. Причина, по которой они предприняли свои действия так рано утром, заключается в том, что одному из разведчиков Старой Розовой Крови удалось обнаружить лагерь армии людей. Так что это будет их главной целью на сегодня. Группа прибывает в лагерь и натыкается на барьер, который был обнаружен вокруг лагеря. Он создан для защиты от всех монстров, поэтому Спелси предлагает им немедленно уничтожить его, чтобы они могли начать свои атаки. С этой целью Ару приказывает всем занять позиции и окружить барьер, готовясь к их уничтожению, и как только все они окажутся в своих оптимальных местах. Он использует его перчатка, позволяет выпустить стрелу, которая в одно мгновение разрушает барьер. Все солдаты-люди пребывают в замешательстве после того, как видят, что их защитный барьер рассыпался на куски, но им грозит гораздо худшее, поскольку земляне возводят каменную стену, чтобы помешать им сбежать. А теперь, когда люди оказались в ловушке, используют дми и заклинания для ковровой бомбардировки их мощными магическими атаками. И просто для того, чтобы быть уверенным, что все люди здесь умрут, Эльбрус призвал кучу скелетов-солдат и начал посылать в солдат свои стрелы против барьера. Однако, даже несмотря на безумное количество атак, которым они только что подверглись, человеческая сторона просто так сдаваться не собирается. Поэтому они хотят, чтобы она сама контратаковала и уничтожила несколько скелетов. Одра первый заметил женщину-рыцаря-командора для людей, и он уже подумывает о том, чтобы она присоединилась к его гарему, если ему представится такая возможность. Но прежде всего он хочет хорошенько сразиться. Поэтому он издает громкий рев, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Как только ночной командир замечает Авгуру, она приказывает своим войскам сосредоточить свои атаки на нем, так как он единственный, кто контролирует армию нежити. Затем ее войска начинают прокладывать путь для нее, чтобы добраться до Агра, и когда командир бросается вперед. Один из солдат накладывает баф, в ней было что-то такое, что позволяло ей быстро продвигаться сквозь толпу. Алгроу понимает, что командир хорошо ориентируется в ситуации, и ее навыки принятия решений тоже неплохи, поскольку она пытается попасть прямо в сердце Агроу. Хотя это и не означает, что атака сработает на нем. Рыцарь-командор отброшена на несколько футов назад в объятия своих солдат. После всего, что он увидел от нее, Огра принял решение, что она станет прекрасным дополнением к его гарему, поэтому он собирается захватить ее живой, а не просто убить. Командиру не нравится снисходительный тон Абро, поэтому она заявляет, что вместо этого убьет его. Из-за ее огненного духа она нравится Абро еще больше, так что теперь он хочет ее еще больше. Командир понимает, что нет смысла спорить на словах по этому поводу, поэтому она велит Огру сделать все возможное, и если ему удастся победить ее, то она дает ему разрешение на это. Делай с ней все, что он захочет. Людоед больше ничего не говорит, потому что он уже слез со своего медведя, чтобы поиграть 1 на 1. Прежде чем начать, он отдает приказы своей команде не убивать опытных членов специального подразделения командира, потому что они могут пригодиться позже. Они вольны убить или съесть кого угодно еще, но в последующие минуты произошла резня ужасающих масштабов. Уже почти ожидалось, что никто не сможет сравниться с Акией по силе, но затем мы видим, как Деми использует свое колдовское заклинание. И даже она напугана той силой, которой обладает. Достаточно одного взгляда в ее глаза, и все солдаты превращаются в симпов 3-го уровня, которые готовы убить ради нее все, что движется, включая самих себя. И как только большое количество солдат уже мертво, вмешивается Луседа и крадет их кровь, чтобы сделать оружие, которое будет использовано для убийства еще большего количества людей. Больше солдат, так что битва закончилась довольно односторонней победой. Но там, на краю Альбро, меч командующего действительно смог коснуться его. Это незначительная рана, и она не сильно поможет ей выиграть эту битву. Но для него все равно впечатляет, что Человек-Ленкер вообще смог прикоснуться к нему. Именно в этот момент маг командира выполняет опцию Камикадзе, поскольку эта битва является очевидным проигрышем, поэтому он применяет заклинание Пламени и Дракона, которому, вероятно, не смог бы противостоять даже Огр, если бы мы столкнулись лоб в лоб. Командир уже знает, что эта битва безнадежна, если она готова позволить себе умереть, если это означает, что Абру тоже будет уничтожен. Однако, когда заклинание приближается, Абру отводит ее в сторону и говорит, что не позволит ей разбрасываться своей жизнью впустую. Поэтому он поворачивается спиной к заклинанию Огненный Дракон и быстро накладывает несколько слоев щитов с различными эффектами. Это не идеальная техника, но она была эффективна для нейтрализации дракона, так что результаты этой битвы выглядят как ошеломляющая победа Парабеллума. Он действительно гордится собой за то, что сумел захватить в плен такую искусную фехтовальщицу, поэтому он обязательно вложит ее меч в ножны. Навыки обращения с оружием пригодятся позже. Раз уж они здесь закончили, Абру призывает всех собраться, чтобы они могли вернуться в свою пещеру, но не раньше, чем Абрау съест все человеческие трупы и приобретет массу их навыков. Некоторое время спустя вождь эльфов появился в пещере Абру с вином, которое так любит Абуру, и эльфы и гоблины устроили вечеринку в честь победы над армией людей. Поскольку его собственные войска опоздали с ответом на действия людей,
Вождь решил, что будет уместно принести алкоголь, чтобы они могли хотя бы отпраздновать победу. Огр не жалуется, так как он может пить еще более вкусное вино, но пока вечеринка все еще продолжалась, он пошел в дальний конец пещеры посмотреть, как там его пленники. А две женщины, которых он привел с собой, казалось, были почти готовы уступить ему. Возможно, он немного подсыпал им афродизиака, чтобы сделать их более сговорчивыми, но Огр давным-давно отказался от таких вещей, как мораль. Так что все идет своим чередом, пока он получает новые дополнения через свой гарем. Рыцарь-командор пытается оправдаться, говоря, что она благородная женщина, поэтому она никогда бы не позволила себе породниться с людоедом. Но судя по выражению лица ее заместителя, я не думаю, что это помешало Огру сделать свое дело. На следующий день Абру усел рядом с командиром микрофона и надел на нее одну из своих коммуникационных сережек, и из-за этого она вообще не смогла ему солгать. В общем, ему удалось собрать много действительно полезной информации об армии людей. Не ради него, а скорее потому, что старейшина эльфов не хочет так часто полагаться на Огра, поскольку это проблема, с которой эльфам в конечном счете придется справляться самостоятельно. Именно поэтому он предложил купить любую информацию, которую Абрю сможет получить от своих заключенных. Он предлагает Алгроу еще 10 бочек вина в качестве оплаты, а Абрю никогда не откажется от хорошего вина. Получив информацию от рыцаря-командора, он передал все старейшине эльфов через свой коммуникационный браслет. Он сообщил им, что люди планируют напасть на деревню эльфов из засады с 3 разных направлений, чтобы сокрушить их силы. Итак, в тот день, когда должна была состояться атака, Огру и Акиичи прибыли туда пораньше, чтобы расставить кучу ловушек. А потом они просто ждали прибытия людей. Когда они заметили около 500 солдат, марширующих по тропинке, Абру подал сигнал перекрыть дорогу деревьями, и после этого остальные гоблины начали скатывать на них валуны, мгновенно сокращая их численность до 300. А затем дальнобойщики Ними начали свое господство стрел, что еще больше уменьшило количество солдат, пока их не стало меньше 100. Однако именно в этот момент рыцарь-командир понял, что они находятся в невыгодном положении. Поэтому он приказал своим выжившим войскам построить стену из всех камней и мертвые тела, которые они могут найти. И после того, как они залегли на корточки, им удалось отбиваться от гоблинов, пока ситуация не зашла в тупик. Абри был впечатлен сообразительностью командующего рыцаря, поэтому он попросил Акии лично отправиться туда и посмотреть, сможет ли он захватить командующего рыцаря живым. Акии бросился туда и, оказавшись внутри импровизированной крепости, начал сражаться с рыцарем-командиром. Рыцарь был отброшен назад, но даже перед лицом превосходящей силы Акии он все еще мог улыбаться. Акии пытается сбить его с ног, но рыцарь уклоняется от его собственного удара, вынуждая Акики перейти к обороне. Абра наблюдал за всем этим, и в кои-то веки он, кажется, действительно заинтересовался способностью кого-то постороннего добавлять их в свой список. Гарем. Даже если у Акики есть инструкции не убивать его, он все равно находит впечатляющим, что человек может выстоять 1 на 1 против него. Хотя это длится недолго, так как Акии в конце концов все равно вырубает его. Они уже выполнили свою миссию, так что Абру планирует сообщить о своей победе старейшине эльфов и вернуться на базу, как обычно, после поедания трупов. Но как только он покончит с этим, к нему подходит Дэнни и просит приготовить сегодня вечером какое-нибудь специальное детское тесто, чему Абреу рад, чтобы обеспечить. На следующий день все военнопленные содержатся в камере вместе, а 2 других парней сокрушаются по поводу унижения их семьи. Ситуация. Рыжеволосый командир приказывает им заткнуться, так как это место на самом деле не такое уж плохое, учитывая, что у них хорошая еда и место для ночлега. Они не согласны с этим мнением, но в то время как другие парни были дворянами, рыжеволосый был простолюдином. Так что это на самом деле лучше, чем то, как с ним обращались там, в царстве людей. Позже Абу расспросит рыжеволосого о причине, по которой королевство людей решило вторгнуться в страну эльфов. Поэтому он объясняет, что принцесса одной из земель людей заболела болезнью, смертность от которой составляет 99%, но она должна была выйти замуж за императора. Поэтому император приказал начать общенациональные поиски лекарства от этой болезни. В конце концов, они услышали о лекарстве, способном вылечить все болезни, но его можно было найти только в деревне эльфов. Поэтому, естественно, следующим логичным шагом было вторгнуться к ним, не пытаясь вести переговоры. Огр теперь понимает причину, по которой началась война, и все это сводится к человеческой жадности, хотя он отчасти понимает человеческую точку зрения, поскольку сам когда-то был человеком. В то же самое время Эрти был занят добычей полезных ископаемых, чтобы расширить пещеру. Но после того, как она пролезла в трещину, из пещеры на пол внезапно хлынуло много воды. Все бросились к ней, чтобы проверить, не пострадала ли она. Но оказалось, что они просто наткнулись на источник воды в пещерах. И Адро точно знает, что с этим делать. После нескольких коротких часов работы Агрио завершил строительство первой в истории бани в пещере гоблинов. И сразу после ее завершения все делают перерыв, чтобы отдохнуть. Полежи в расслабляющую ванне. На следующий день Адро пришла в голову идея улучшить боевые возможности своих войск,
поэтому он привел захваченных им солдат и заставил их тренироваться вместе со своими людьми. Таким образом, и те, кто был менее опытен, смогут учиться намного быстрее, наблюдая за тем, как настоящий обученный солдат выполняет поставленную задачу. И так была сымитирована война, в которой командирами были Теми и Спели, а солдатами представители разных рас. По мере того, как продолжались дневные тренировки, заключенные аристократы устали, но Рыжеволосый все еще был полон энергии, поэтому он подошел к Агро и попросил дать ему выпить. Спичка с ним. Абру восхищается силой духа молодого человека, поэтому он соглашается сразиться с ним, но чтобы быть уверенным, что он случайно не разнесет его тело на куски. Он дает ему несколько бафов, повышающих его силу и выносливость. Сделав это, Абру готовится и начинает свой бой с Рыжеволосым. Но пока он сопротивлялся на первом месте, Абру вскоре демонстрирует, почему он самый сильный человек в этой пещере, нокаутировав его. Как только поединок заканчивается, Абру начинает лечить его, чтобы он не остался парализованным, и пока он это делает, к нему подбегает Акики и просит сразиться с Рыжим следующим. Абру не возражает против этого, и Рыжему, похоже, тоже нравится эта идея, так как несколько мгновений спустя он сражается с Акики с улыбкой на лице. И кажется, он намного лучше держится на ногах. После окончания дневной тренировки все садятся за стол, чтобы пообедать, а Рыжая в данный момент обедает с Огром. Он упоминает, что он родом из страны, где живет много полулюдей, поэтому он не может понять, почему здешняя знать так сильно ненавидит полулюдей. Здесь все расы могут жить в гармонии, и он может сказать, что Огр способен хорошо поддерживать порядок, так что он встает и клянется ему в верности. Огр питает слабость к прилежным людям вроде Рыжего, поэтому он освобождает его из заключения и назначает наставником другой Рыжей, чтобы он мог обучить ее способам ведения боя по-человечески. Огр пополнил свои ряды еще одним умелым солдатом, но остальные дворяне на самом деле не стоят того, чтобы их держать, поэтому он просит старейшину эльфов избавиться от них. Старейшина соглашается взять их, но прежде чем он уйдет, Огр спрашивает его об особом лекарстве, за которым люди охотились с тех пор, как он хочет узнать об этом немного больше. Но старейшина говорит ему, что это уже было подарено ему, когда он привез эльфийскую принцессу обратно. Агро не понимает, зачем ему отдавать что-то столь ценное, если он готов воевать из-за этого, но у старейшины просто зуб на людей. Так что если нет причин, он не может отдать это кому-то вроде